Всем привет! Сегодня я записываю видео о том, как не бояться камеры. Для начала давайте поймем, что же именно скрывается за этой боязнью. Для себя я выделила два момента. Первое – это боязнь глупо выглядеть в кадре, а второе – это боязнь глупо сказать что-то в кадре. Поверьте, и то, и другое не настолько страшно, как вы себе представляете. Итак, несколько пунктов, которые помогут вам вести себя чуть естественнее, чуть раскованнее перед камерой. Первый момент, и как по мне один из самых важных, это такой стереотип, что для камеры нужно какое-то специальное поведение. Это немного не так. Безусловно, камера съедает наши эмоции. Камера съедает макияж, камера съедает эмоции, и поэтому для кадра мы чаще всего красимся чуть ярче, чем обычно в жизни, и в кадре мы стараемся вести себя чуть более утрированно, чем обычно. Но тут важно отметить, что вы не выпускник театрального училища, вам не стоит переигрывать, вы должны говорить просто чуть четче, вы должны вести себя чуть-чуть ярче, но не нужно переигрывать. Было ли у вас такое, что вы видите какого-то человека в экране, и вроде как говорит он, а стыдно вам за его разговор, за его поведение? Так вот, чаще всего нам неловко из-за того, что этот человек слишком переигрывает, и это выглядит не очень, вот так, как я только что сказала. Поэтому постарайтесь вести себя максимально естественно. А работа на камеру – это скорее больше про кино, чем про театр. Когда в театре важно, чтобы зрителю на всех дальних рядах было видно ваше движение и было вас слышно, а театральные актеры очень громко выступают и громко говорят. Здесь же важны детали, ваша осанка, ваше какое-то внутреннее поведение. Ну, не стоит переигрывать, будьте естественны, и так вы будете смотреться в кадре очень хорошо. Второй момент – это комфорт в одежде. Если вы будете работать в кадре, особенно это касается девушек, вам иногда придется быть на высоких каблуках, в узких юбках и вот в таком гардеробе, дресс-коде классическом. Постарайтесь, даже если вам пришлось выглядеть именно так, подбирать для себя одежду, в которой вам комфортно. Не берите слишком высокий каблук, либо слишком узкие юбки, либо жакеты. Берите что-то, что сидит на вас классно, но при этом вы себя чувствуете в этом естественно, и это близко к вашему стилю. Потому что чаще всего очень видно, когда вещи не соответствуют человеку. Внутренний мир человека идет вообще вразрез с тем, что он надел. Поэтому не повторяйте эту ошибку и надевайте что-то, в чем вам будет очень комфортно. Продолжая тему внешнего вида, хочу посоветовать важный момент. Не зацикливайтесь на своем внешнем виде, когда вы все-таки решили подобрать себе какой-то образ. Вы оделись, вы приняли решение, идите и работайте в кадре. Не стоит каждую минуту поглядывать на то, как вы выглядите. В конце концов, если вы работаете в большой команде, для этого есть специальные люди, но вот это самолюбование, оно будет абсолютно лишним. И из этого пункта мы сразу же переходим в следующий, который связан также вот с внешним видом и с самолюбованием, но это скорее минутка философии. Не идите в кадр работать ведущими, блогерами, журналистами, если вам вот глобально нечего сказать. Если вы идете просто, чтобы показать себя любимого своим родным и близким. Это плохой вариант, идите тогда в модели, если у вас есть какая-то цель больше, цель глобальная, вы хотите нести какие-то важные, интересные темы, вы чувствуете, что вы сможете, у вас получится доносить эту информацию классно, тогда, конечно же, вперед. В другом случае идите в модельный бизнес, и не стоит обманывать зрителя. Смотрите в камеру и не уводите глаза слишком часто, потому что это ваш коннект со зрителем, особенно если вы будете в прямом эфире, это особо важно. Если вам страшно и некомфортно смотреть в камеру, а для начинающих людей момент того, что вам нужно будет 20-30 минут пялиться в одну точку, это нечто странное, и я вас понимаю. Смотрите немного выше, не смотрите прямо в объектив, либо представьте себе, что перед вами не камера, а ваш знакомый, и рассказывайте всю ту информацию своему какому-то другу. Так будет гораздо комфортнее первое время. Следующий пункт касается на 100% меня, это ваши жесты, следите за вашими жестами. Я очень люблю много жестикулировать, хотя я стараюсь себя контролировать, но у меня
меня это получается не очень. Безусловно, есть много людей, которым нравятся активные ребята в кадре, но с другой стороны, есть такое же количество людей, которых, скорее всего, раздражает вот это ваше постоянное метание рук, поэтому старайтесь себя контролировать, но это не значит, что вы должны встать вот так и совершенно не двигаться. Найдите золотую середину. Последний момент, которым я хотела бы завершить этот блог, это то, что волноваться – это нормально. Вы знаете, скорее ненормально, если вы не переживаете, выходя в прямой эфир на огромную аудиторию в несколько тысяч, сотен, а то и миллионов людей, и вы совершенно не волнуетесь. Вот это уже странно. Тут же хочу рассказать историю из своей жизни. Однажды у нас был в гостях спикер, который знал, что эфир не прямой, и это запись, хотя это был довольно-таки хороший спикер, это не первое его было интервью, но вот этот сам момент записи его настолько расслабил, что в эфире он начал жутко оговариваться. В итоге нам пришлось остановить запись, начинать заново, потому что он не мог сосредоточиться. Мы начинали несколько раз этот эфир, и получился он в итоге, откровенно так себе. А в следующий раз, когда он пришел, и у нас опять была с ним запись, мы решили ему не рассказывать, что это не прямой эфир, и он прошел просто на одном дыхании, потому что когда вы сосредотачиваетесь, когда вы понимаете, что у вас нет права на ошибку, вы ее не допускаете чаще всего. Но, конечно, есть исключения. Плюс не стоит думать, что есть люди, которые без какого-либо волнения сразу же становятся и вещают на камеру без проблем. Нет, ребят, на самом деле все проходят через один и тот же стресс, все вас прекрасно понимают, все мы ищем себя в кадре, все мы пытаемся понять, как мы выглядим хорошо, как мы выглядим плохо. Напоследок хочу еще раз сказать, что да, безусловно, ваша работа в кадре будет немного отличаться от вашей работы и от вашего разговора в жизни. Так как я общаюсь с вами в блоге, я не говорю, когда я веду какие-то новостные блоки, либо эфиры, я говорю там серьезнее, у меня другая интонация, у меня другое выражение лица, но это не глобальные какие-то изменения, и это придет к вам с опытом, когда вы найдете для себя идола, любимого ведущего, когда вы найдете для себя манеру ведения, когда вы найдете для себя нужную интонацию. Это все приходит с опытом. Главное пробовать и тренироваться. Поэтому желаю вам удачи. Спасибо, что смотрели мое видео. Пока-пока.